Приветствую всех на своем канале, всех неравнодушных к ножам, материалам, конструкциям и прочему, всех случайных зрителей своего канала. Сегодня небольшой анализ, некоторые мысли вслух о пружинах ножа с системой запирания клинка Slip Joint. Надеюсь, тот, кто регулярно бывает на моем канале, смотрит мои небольшие видео, тот помнит, что когда я хвалился посылкой из далекого Приморья от Юры Стрельникова, которого все знают под ником Чук, вот в его посылище ко мне обратно приехал нож моего, как говорится, изготовления. Нож, который фигурировал на моей странице как нож для приморского пацана. То есть был такой сделан почти взрослый нож, по размерам очень даже взрослый для этого казачка. Но по моим прикидам проработал он где-то всего лишь полгода. Не знаю, насколько активно. Судя по количеству грязи, которая там собралась, похоже, что хорошо эксплуатировался. Нормально. Так вот. Произошла поломка пружины. То есть сегодня я пытался выправить клиночек для якутского ножа, что-то не получилось. То в одну сторону перегнется, то в другую. В общем, поэтому думаю, нафиг. Попробую починить вот этот ножичек. То есть бормашинкой с ферристым фрезом снял головку, начал вскрыл здесь с двух сторон накладку, точнее вот с этой стороны вырезал головки клепок, штифтов, точнее заклепанных. И все это вроде нормально вышло. И теперь, как говорится, в руки попала наша сломанная пружина. И вот здесь видно, что сечение вместо излома, оно не самое минимальное. То есть минимальная толщина вот здесь или ширина этой пружины сломалась все-таки ближе туда, где усилие больше, так как точка вращения пружины у нас вот здесь. Я достал, все берегу фирменную пружину. Эта пружина от ножа складного, тоже с замком Slip Joint. Это солдатский нож Бундесверустей. Фирмы Золинден. Он сломался точно в середине этой выборки, которая, собственно, в основном и деформируется. То есть, если, например, приложить усилие, то деформация, например, отсюда, примерно до сюда, она практически равна нулю. То есть практически не изгибается. Работает только эта выбранная часть. И до оси. Дальше
сечение большое, как бы усилие уменьшается ближе к хвосту, то есть пружина толком не работает. Вот. Но все-таки я считаю, что это конструкция пружины, что маяк некоторым образом подобием является. И вот если сравнить, ну, получается практически одинаковое расстояние. Вот. Возможно, что у моей пружины даже расстояние от клинка до центра вращения больше. И, соответственно, вот эта утонченная рабочая часть, она как бы загружена меньше. Ну, соответственно, какие выводы? Либо очень высокий подъем, то есть от номинальной величины конца пружины, который является упором. То есть, если там взять, предположим, там пара миллиметров там предварительного натяга, еще плюс миллиметра полтора, допустим, подъем пружины при складывании, раскладывании клинка, вот, то получается, что так как усилие у нас линейно как бы перемещению из школьного курса вроде бы как F равно kx, где k жесткость, а x перемещение. Поэтому в данный момент трудно судить, что послужило причиной излома. Вот. И я думаю, что это неправильная конструкция и этой пружины фирменной. Это-то работало долго. Мне трудно сказать, сколько лет ножу, потому что я думаю, что он ко мне попал не новый. По крайней мере, у меня он где-то, ну, больше 15 лет. Вот. Ну, естественно, я изготовил, ну, похожую пружину, только из китайской, также вот нержавейки, как, например, вот эта пружина. Тоже они одинаковые по толщине, тут 2 мм, тут 2 мм. Но вот благополучно она уже лет 6-7 минимум работает, а может и больше. Значит, при построении выкидух, то есть ножей с автоматическим открытием, естественно, очень серьезно обдумывается в диаметре пружины, потом неоднократно проверяется на макетах, то есть точно так же крепится к оси, прикладываются усилия, вот. Ну и, соответственно, наблюдается траектории перемещения все там, ну и начальное, конечное положение. Так, что-то не вижу ручки. Ладно, сейчас у нас есть стержень под руками. Так вот. Например, если в эти духи. Так. Ну, ё-моё. Ага, рисует. Если в эти духи, например, у нас вот такой условно формы. Вот. Пружина, которая работает на подъем при складывании. Вот. То здесь и новая пружина будет изготовлена немножко другой формы. То есть, ну, здесь вот упор. Это часть у нас, которая давит вот сюда на тыльную часть клинка, прижимая. Вот.
осуществляя фиксацию в открытом положении. То есть клинок, например, будет вот так. Вот. Далее. А вот далее придется делать, если, например, здесь у нас будет ось вращения, вот, то пружину делать как бы утоньшающиеся передней части. То есть вот такой приблизительно формы. И вот тогда работать на изгиб вот будет вся длина вот отсюда вот до сюда. Вот, соответственно, удельная нагрузка как бы на каждое сечение вот, будет распределена более-менее равномерно. И вот такие мысли. Потому что как-то не очень приятно, когда ломаются подряд две пружины. То есть первый, значит, звонок, это у меня был этот антисоветский так называемый мой ножичек, ну, который пока валяется, за который я не берусь, потому что есть более интересные работы. Ну и как бы очень любопытно было мне понять, в чем дело. Ну, в общем, если не получится один в один как бы повторить основные геометрические как бы данные вот по этой пружине, то есть вот этот угол условно, если взять горизонтальную ось, и расстояние между центрами точек крепления. То есть, если получится это хозяйство повторить, вот, и получить как бы необходимый и достаточный натяг пружины для более-менее уверенной фиксации клинка, то тогда все соберется как бы на старую раму. Вот. Ну, ежели этого не получится, тогда сделаем новую. В принципе, не так сложно нам соорудить лайнеры. Ну и все это хозяйство склепать. Так что вот такие вот мысли. А то как-то неудобно перед юным партизаном. Бабай сделал подгон, а подгон не выдержал. Ну вот, собственно, и все. Всем наилучшие пожелания. До следующих видео.